Так как YouTube дал жизнь этому каналу спустя 4 года, я хочу снять видео про то, как легко обходить все эти неприятные моменты. Просто смотрите это видео. А в этом видео я хочу поговорить о крутых школьников, которые постоянно выебались и где они сейчас. Так как я застал времена одноклассников, и когда доставка с Алиэкспресса шла месяца 2, в то время еще были такие ребята. Вот, например, если у кого-то появился iPhone, человек начинал как-то выделяться, и к нему присасывались такие же люди. В основном это происходило в школе или просто на улице. Да, еще в то время люди гуляли. А если меня смотрят люди постарше, у кого первого появилась машина или какой-то транспорт, даже такие хотели как-то выделяться, но в основном не все. А третий тип людей — это люди, которые сливали все свои деньги на бренды. Часть из них были паленые, либо реально оригинальные, но их рассказы о том, как они получили их, были очень интересными. И сейчас я назвал только 3 типа таких людей, а их намного больше. В основном это происходит в период этого времени, а так как большинство моего окружения уже давно прошли это, я сейчас расскажу, что стало с частью из них. Вот возьмем, например, Никиту. Ему всегда родители давали деньги, а Никита очень любил всем рассказывать, какие у него вещи. Что эти кроссовки он взял за 1020 рублей, хотя они от силы на то время стоили 7. Но к таким чувакам очень часто липли такие же школьницы. Был у меня такой знакомый, но имя у него было другое. В итоге перестал он заниматься этим, как закончил школу, а в 19 лет уже стал отцом. Мы с пацанами во время того, как услышали эту новость, знатно охуели, но сейчас у него намного все хорошо, так как знакомые с родного города общались с ним, он сейчас на заводе работает. А теперь про айфоны. Когда интернет не был так развит, а про нейросети почти никто не думал, находилось огромное количество людей, которые хотели быть с айфонами. В основном iPhone был у девушек, а адекватным людям на то время было просто все равно на iPhone, так как у людей зарплата была по 30 тысяч рублей. Никакой адекватный человек не хотел брать кредит на iPhone, но большинство людей брали iPhone в кредит. Помню, как знакомый попросил свою маму взять кредит в 14 лет, хотя другие пацаны на то время заработали на свои айфоны на стройке, ну либо других дел. Темки тоже были, но многие просто бросили их делать. Итог в том, что большинство стали адекватные, устроились на работу и пошли учиться. Система их съела. У меня тоже и iPhone новый был, и путешествовать и уже мог, плюс жил один. Конечно, это все не за один день получилось, но деньги у меня были. И в основном в окружении были чуваки, у которых есть тачки, а большинство из них жили со своими родителями и ездили на их машинах. И так они говорили, что немного суетят по городу. Один из них рассказывал историю, сразу же предупреждаю, что это все выдумал, это все графика и монтаж. Он рассказывал, как летел 220 и не вошел в поворот. Ну, у него все получилось. Халк, сука. В общем, хочу сказать, что многие просто много говорили и мало делали. Конечно, это неплохо, что тебе помогают родители, но подносить это так, как ты сделал это все сам с полного нуля, такое себе дело. А сейчас все эти люди просто выросли, и с огромным количеством людей я просто уже не общаюсь. А с теми, с кем общаюсь, просто стали адекватными и нормальными людьми. Так как все быстро выросли, просто подписывайся на этот канал и колокольчик нажми. Короче, удачи. Спасибо за просмотр.